Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Снежана Егорова, как всегда, по пятницам на связи. Снежана, здравствуйте. Здравствуйте, Александр, здравствуйте, друзья. Ну что, горят склады Wildberries, и Зеленский показывает, что вот мы бьем там какой-то неназванный нефтяной объект. Вот смотрите, завод в Кирове, Фламинги или какие-то типа этого ракеты долетели. Ну и, конечно, вот эти удары по Ленинградской области, Петербургу, да, и в Крым, где тоже прилетело. Это все выставляется как такая, неимоверная победа, но параллельно с этим у нас какая-то странность, да, как параллельная реальность. Нам говорят о том, что там определенная сеть заправок, там UPG называется в Украине, а у нее нет топлива, перебои, рост цен, люди закупаются, пытаются что-то предпринять, зарывают какие-то цистерны под землю, что-то вот, потому что готовятся все к страшному. Судоходство в Одессе вчера тоже все обсуждали, о том, что оно... не будем говорить, что полностью исчезло, но это серьезно, то, что сейчас происходит вокруг судоходства. Ну и, понятное дело, такие же удары по энергообъектам и везде принимает на себя Украина. Вот она, эскалация, но показывать там, допустим, одну сторону, не показывать другую, это сейчас норма. Это норма пропаганды. Параллельно с этим отдельные нардепы говорят о том, что вполне себе вероятно и возможно, что осенью и военным нечем будет платить, потому что денег нет. В общем, такая какая-то страшная туча нависает над Украиной, а Украина, в общем-то, в пылу, в разгаре, да, демонстрирует свою, далекобійні санкции. Вот так это Зеленский называет. Называет и уезжает закапывать Грэма в Америку. Но я хочу начать вот с этой картины, да, которую вот я сейчас описал, с такого достаточно... серьезного заявления Илона Маска на подкасте, на интервью. Он сидит и говорит, что журналу «Экономист», не кому-нибудь, говорит, что требование к Москве полностью вывести войска из Украины нереалистично, Россия никуда не уйдет. Я считаю, что нужен мир, в этом вопросе нужно быть прагматичными, должны быть какие-то уступки России. Это не значит, что я на стороне России, но просто прагматичен, пока... люди по Европам и по западным странам едят, как это он выразился, ужин из 7 блюд и рассуждают, как Россию свергнуть и, в общем-то, свергнуть Путина, разбомбить Россию. И пока об этом рассуждают люди, украинцы гибнут на фронте, и вообще все гибнут на фронте, и вот такая ситуация. Илон Маск всегда был таким, визионером. Но, кажется, пошел поперек вот этого тренда. Неужели он ломается? И сломается ли? Вы знаете, прежде чем обсуждать, что там происходит с Илоном Маском и что вообще со всеми с ними там происходит, те, которые причастны к Белому дому, неплохо было бы все-таки понять, а вот эти вот все заправки, которые горят, склады Wildberries, которые горят, к чему они приведут здесь у нас. Имеется в виду, даже, к сожалению, Саша, мы тоже не там. Мы тоже можем наблюдать за этой ситуацией со стороны, но мы хотя бы эмоционально и, скажем так, паспортами своими привязаны к этой территории, к этому пространству. И мы еще помним времена, когда это был Большой Советский Союз, и это было единое пространство, и культурное, и политическое, и военное, и экономическое. И, к сожалению, Саша, несмотря на то, что нам рассказывают про то, что это два независимых государства воюют между собой не на жизнь, а на смерть, за какие-то там идеологические разногласия или там наоборот, за то, чтобы найти консенсус. Но по большому счету это единое наше пространство. И умирают на сегодняшний день, как правильно сказал Илон Маск, пока в Европе едят, как говорится, ужин из 7 блюд, наши славянские дети с двух сторон, которые оба говорят на русском языке. Только одни хотят забыть этот свой родной русский язык, вырывают свой собственный язык у себя из горла, понимаете, и говорят языком ненависти, а другие не забыли еще свой язык и защищают то пространство, которое для них отвоевали деды и отцы. Вы понимаете, Саша, по итогу, пока все будут говорить, выступать
ездить на симпозиумы и коллоквиумы, на похороны Грэма и прочее делать всевозможные заявления, уничтожается природа, уничтожаются жизни, судьбы, города, закатываются в асфальт вот этого славянского пространства, единого для нас, для всех. И вы знаете прекрасно, что у меня всегда есть свой взгляд на вот эти вещи, потому что я считаю, что вот эти сиюминутные чьи-то заявления, которые непонятно с какой целью сказаны, и непонятно, являются ли они результатом каких-то длительных размышлений этих персонажей. Я считаю, что по итогу будет разгромлено пространство и на Украине, и в России, и когда будут истощены и украинские, и русские войска, армия, люди потеряют веру в победу, потому что образ победы действительно им никто не рисует. В чем, собственно, будет заключаться эта победа и чья она будет в конечном итоге? Придут, с одной стороны, китайцы, а с другой стороны Объединенный Запад, и будут делить не только уже Украину, но и Россию. И я считаю, что вот это вот громогласное заявление Владимира Соловьева на своем шоу, которое с двух сторон все обхохотали, обсмеяли, с русской стороны говорят, да что вы слушаете Соловьева, мы его давно не слушаем. Можно его давно не слушать, но то, что он там говорит, не стоит сбрасывать со счетов. С украинской стороны кричат, да это же русский пропагандист, что вы его слушаете. Но то, что он сказал, что нужно собрать население из вновь приобретенных территорий украинских, из Донбасса, Херсона, Николаева, а также из Курской и Белгородской областей и переселить их за Урал, я считаю, что это косвенный признак, но как для меня, так вообще абсолютно прямой, того, что Россия готовится к большой войне, и что она расчищает еще пространство и территории уже на своих территориях для того, чтобы эта война там продолжалась. То есть для меня это все признаки эскалации. Никто не будет останавливаться. Никто не будет уже призывать к миру, гуманности, к тому, что давайте, друзья, братья, вспомним. Теперь будут уже убивать оптом и в розницу. Лететь будут всюду, без остановки. И вот эти вот горящие склады Wildberries сначала у нас горит. Причем то, что там, например, кто-то решает свои, скажем так, бизнес-вопросы, то есть как вообще кучно летит по складам Wildberries, говорит о том, что кто-то просто выбивает чей-то бизнес. С какими целями? То есть это могут быть конкуренты, или это может быть наказание вот там владельцев и их, например, партнеров. Все что угодно это может быть. Это может быть, знаете, как в фильме «Операция И», все украдено до нас, нам только нужно сжечь склад. Понимаете, это все что угодно может быть. Но это яркая картинка визуальная, после которой, готовьтесь, полетит в сторону Украины. И сопутствующие потери, сколько людей будут сидеть, значит, на складе, на работе, зарабатывать деньги там сторожем, или сколько людей будут проходить мимо, собачку выгуливать, или сколько матерей будут там, я не знаю, каких-то своих детей в колясках вести, если они такие еще там сохранились на территории Украины. Вот сколько будет сопутствующих потерь, уже никто не будет считать. То есть пошла жара, Саша. И будет гореть, и будет лететь, и будут гробы. И это самая страшная катастрофа, которая лично мне разрывает сердце. Я годами просила, говорила, аргументировала, объясняла людям, что нужно остановиться сейчас, а лучше еще вчера, понимаете, для того, чтобы этого всего не было. Но, судя по всему, никто не собирается останавливаться. Ну, вы знаете, тут такой момент, определенный нюанс. Два заявления, которые действительно, они в одну копилку, да, и связаны с тем, что было, что не было. Я помню, ну, был период такой,
может, полгода назад, может, в эти полгода, ну, или там раньше, с моментом, когда война стала, ну, не только на Донбассе с 21 года, а по территории Украины, как-то, знаете, вот все вот эти страдания, вот они как бы приходят в соцсети, люди пишут, там, возмущаются, а вот там бомбили Донбасс, а вот там смотрите, а вот там Крым сидел без света. Ну, это та еще история, да, то Да-да, есть с я помню. 2014 года. И вот эту вот обиду никто не воспринимал. Почему? Ну, потому что все равно это как-то было локально, а тут смотрите же, все, агрессор, жертва, и все вот это в этом дискурсе. Но сегодня как бы все становится на свои места. И те люди, которые там что-то вспоминают с 2014 года и проводят туда, ну, как вы сейчас, да, проводите туда мостики, вообще все выглядит иначе. Ну вот смотрите, два заявления. Есть такой, его активно пиарили при Порошенко, Меджлиса крымско-татарского, Арифат Чубаров. Говорит, Да-да. наши люди, запаситесь на 2-3 месяца едой, там, спичками, в общем, давайте, как бы, соберитесь, ждите. Ждите, там, будет тяжело, ну ничего страшного, мы вот это вот все вернем, наши люди. В Крыму вдруг оказались наши люди. Через, ну, с 2014 года, простите, через 12 лет, да, даже больше, 12 с половиной. То есть это наши люди, и вот мы идем в Крым. А второе заявление, это новоиспеченного главкома Дропатова, который, ну, собственно, характеризовал людей на Донбассе как людей, которые любят халяву, как которые не хотят работать, которые им все равно под каким флагом где жить, их надо, мол, перевоспитывать, там большинство такие, они злобные, завистливые, нехорошие люди. И вот ты сидишь с этими двумя заявлениями и как-то пытаешься наложить их на вот эти стрелы из прошлого. Хотя, казалось бы, да, ну, то есть, казалось бы, исключительный эксперимент провели над украинцами. Это постоянная наша тема с вами разговора, что из них сделали людей без прошлого. Просто проблема в том, что вы взываете там к единому пространству, Советскому Союзу. Ну, а это уже очень далеко. Вот даже если опереться на события 2014 года, там до 14 во время 13-14 и вот того отношения, то, что на себе испытали там определенные регионы, да, и вот то, что происходит сейчас, абсолютно картинка меняется, абсолютно меняется. И, казалось бы, наоборот, нужно же отсечь все прошлое, жить вот сегодняшним днем, смотреть в будущее, говорить, что там и там наши люди. Ну, простите, пожалуйста, то у нас крымчане были предатели, да, а теперь вот за Донецк, Донбасс это Украина, а теперь мы слышим вот такое, причем сегодня, в 26-м году. Вы понимаете, Саша, вот когда кажется, что я взываю к нашему прошлому, которого уже нет, и оно очень далеко, и никто его не помнит, когда петух жареный клюнет максимальное количество всех, кто сидел и думал, что его это не коснется, они вспомнят и Родину, и Сталина, поверьте мне, Александр. Вот всю ту победу наших предков и всю ту войну кровавую, и слезы, и гробы, которые пережили наши бабушки и дедушки, будучи молодыми и детьми, вот все это получит теперешнее поколение, которое предпочло забыть о той войне, в чем была ее суть, где был враг, чего враг добивался, за что воевали наши деды и отцы, почему это была экзистенциальная битва, и почему враг приходит для того, чтобы тебя уничтожить, и это священная война и битва не на жизнь, а на смерть. Вот они все это вспомнят. Если они хотели это просто помнить и плевали, как говорится, в гробы, выбрасывали, вытряхивали косточки героев и дедов и отцов победителей, собакам бросали, то тогда приходит память вот таким страшным образом, когда она приходит и стучится в твой дом, а ты такой: ой, подождите, а я здесь при чем? А мы же вообще, мы любим вас, европейцы. Мы и сами же такие же европейцы. Мы же Гитлер капут. Ой, нет, хай Гитлер. Что надо сказать, скажите. Понимаете? Люди, которые забывают,
как к ним относятся белые господа в пробковых шлемах. Люди, которые подумали, что их посадили за один стол, но не понимают, что они еда. Народы, которые плюнули в память своих предков и в то, что они кровь проливали, чтобы эти вот свиньи сейчас ходили по Майдану в картонках, понимаете, с матюками, и вот этих, раньше они кастрюли надевали, а теперь они надевают картонные шлемы. И вместо того, чтобы выходить на протесты против ТЦК, против концлагеря, против того, что их дети в подвалах сидят, против того, что у них нет образования, медицины, будущего, они выходят за Федорова. Вы понимаете, Саша, на самом деле, это болезнь одна на всех. Это только те люди, которые пока еще не нюхнули этого пороха, они, сидя и глядя на это все в экран телевизора, когда у них непосредственно картинка не меняется, они думают, что это вот эти дурачки не понимают, что происходит. А мы-то все видим, и что с ними происходит, мы понимаем. А когда с ними это начнет происходить, они точно так же будут метаться, искать выход, думать, а что случилось? Ой, а что случилось? Потому что я вам хочу сказать, Саша, что и в Крыму, и в России люди тоже были полностью подвязаны под свой телевизор. И им там Соловьев вот так вот на каждом, как говорится, шагу, каждый вечер рассказывал, что не переживайте, вы за штыками нашей армии. У нас есть последний аргумент. У нас есть ядерная бомба. Мы как долбанем, мы как жахнем, трахнем, бахнем. А вот сейчас, когда станет реальный вопрос жахнуть, трахнуть и бахнуть, когда люди, просто сидя у себя на диване и пожирая какую-нибудь курочку, они пишут: давайте трахнем, бахнем, посмотрим, что оно будет. Понимаете? Вот они посмотрят. Когда горит Вайлдберрис, нет бензина, дальше больше, начнет прилетать баллистика, тоже будут гробы, и будут страдать мирные люди. Вот тогда они станут перед выбором. Нужно вставать, страна огромная, собираться и идти в бой, защищать свою родину. И когда они уже пойдут защищать свою родину, то там уже не будет границ и берегов. Они будут идти до тех пор, пока не остановятся. Туда, куда, собственно, шли наши деды и отцы. В Германию, водружать флаг победы над Рейхстагом и строить новую Берлинскую стену. Потому что если не будет построена новая Берлинская стена и не отодвинут экзистенциальный враг и не границы вот эти вот не будут установлены, то экзистенциальный враг пойдет, как говорится, дальше туда, до Урала. Так это работает. И поэтому, что люди там хотят, в кого они верят и что они думают, это все, в принципе, будет претерпевать определенные изменения и трансформации в зависимости от того, как будет меняться картинка у них за окном. Вот, например, относительно Крыма. Саша, вот вы знаете, что в Алуште, например, полностью выбита подстанция, которая весь город питала. Вот у меня есть мои друзья, которые там живут. И так как у них высокий дом на горе, они прямо с балкона снимали, как горела синим пламенем вот эта вот подстанция Крымэнерго. И теперь весь город полностью обесточен. То есть уже определена стратегия. Будут выбивать вот эти все энергетические структуры, инфраструктуры для того, чтобы людей обесточить, чтобы люди, как говорится, оказались в средневековье. Зачем? А когда... Ну как зачем? Ну вот давайте тоже немножко, смотрите, тут давайте включим хоть какой-то рацио. Мы вернемся сейчас там к Донбассу, к Дропатому, к этому Чубарову. Это ведь тоже отношение, да, к своим, к украинцам, между собой. Это чисто украинская тема. Так-то, на секундочку. Ну, это хорошо. Ну, Простите, вот зачем? Саша, я вставлю ремарку. Вы знаете, много лет тому назад, когда я была в качестве поддержки украинской сборной олимпийской на Олимпиаде в Китае, и мы там были на большой китайской стене. И когда ты видишь вообще мощь вот этого строения,
А у меня возникла одна мысль, которую я делюсь со своими соотечественниками. Вот если китайцы сообща смогли построить большую китайскую стену, то украинцы сообща даже ее разобрать не смогут, чтобы не поссориться. Понимаете? То есть это действительно, как вы правильно сказали, чисто украинская тема. То есть каждый бежит, как говорится, до поры до времени общими стройными рядами до места, где начинаются трофеи, так сказать. И тогда уже начинается война друг с другом, всех со всеми. И, к сожалению, вы понимаете, Саша, в чем беда? В России, в России сейчас огромное количество наших соотечественников, и многие из них уже там настолько давно, что они успели интегрироваться и даже в руководящие, скажем так, должности. Но этот их метод решения вопросов, он никуда не девается, потому что это вшито генетически. И если наступят тяжелые времена, может так случиться, что они поднимут голову и начнут мутить воду не хуже, чем это произошло в Киеве и то, что мы сейчас наблюдаем. Потому что украинский и еврейский фактор в Кремле непосредственно, он тоже играет колоссальное значение. Поэтому тут еще бабушка надвое сказала, когда будут выбивать инфраструктуру и людей доводить до отчаяния, что начнет происходить в верхушке и как они начнут действовать. Сообща ли со своим народом или вопреки своему народу, продавая его оптом и в розницу и защищая свои собственные активы по всему миру. Ну, смотрите, опять-таки, мы немножко тоже, с одной стороны, говорим, что это чих истории, это не так-то долго, а с другой стороны, слушайте, ну, долго идет война. Долго. И вот вы говорите, будут выбивать инфраструктуру, там эти люди будут несчастные, все будут сидеть там по подвалам, никто там носа не высунет, без света, без тепла, без бензина, без ничего. Причем на украинской территории, на российской исконной и не только исконной территории, вот вообще там. Хорошо. Задача в чем? Ну вот опять-таки, сейчас вот встречается Лавров с Рубио, ну так себе поговорили полчасика, ну обменялись мнениями, окей. Дальше выходит Лавров и говорит, слушайте, ну мы приняли предложение непростое, мы думали, ну сказали окей, но американцы должны были повлиять на Зеленского, но не смогли, не получилось у американцев. Вот такой вердикт выдает нам непосредственно... Ну, в общем-то, вот такой вердикт нам выдает Лавров. Зачем сейчас переходить на вот эту историю? Потому что это следующий этап, потому что у англосаксов, скажем так, горизонт планирования, я уже неоднократно говорила и у вас в эфирах, как с индейцами. Они зачищают эту территорию от местного населения. Они берут ее под свой колоссальный контроль. Они ставят свою Берлинскую стену, и желательно у стен Кремля они хотят ее поставить. То есть идет война экзистенциальная. То есть люди до сих пор еще этого не поняли. Просто из-за того, что дебют начался с украинской пешки, и люди, которые начинали эту войну, говорили и на русском языке в том числе, у русских сразу не возникло ощущения и подозрения, насколько все серьезно. Потому что это очередная, скажем так, вот эта вот океанская волна, которая захлестывает эту русскую цивилизацию. Потому что Россия – это Heartland, по мнению Маккиндера. Потому что это мировая кладовая. Потому что нужно взять под контроль эти ресурсы. Нужно снести государственность и власть, которая существует здесь на данный момент, потому что они являются лишним звеном перед тем, как зайти и взять эти ресурсы легко и непринужденно. Трамп продемонстрировал, что он не будет останавливаться, и ничего ему не помешает в его цели – полного, тотального контроля над ресурсами в мире. За ним стоит мировой еврей, как вы знаете, и в его родной семье
есть достаточно активная группа, которая лоббирует прямо в лоб ему, понимаете, в виде Джареда Кушнера и его друга Виткофа, которые помогают ему решать этот вопрос. Вы знаете прекрасно, что Трамп взял под контроль нефть Венесуэлы, и он не постеснялся, несмотря ни на что, вопреки всем международным нормам и правилам, выкрасть президента Венесуэлы, и непонятно, какова его дальнейшая судьба. Где он там сидит, в Гуантанамо, или он сидит где-то на своем острове в океане, это уже не имеет значения. Вопрос в том, что Соединенные Штаты Америки взяли под контроль венесуэльскую нефть и зарабатывают на ней миллиарды, а народцу, которому они рассказывают, что мы забрали у ваших плохих, а теперь будем вам хорошим отдавать, они отдают какие-то там жалкие миллионы, которые до народа и не доходят. Трамп, не стесняясь, перекрыл Ормузский пролив, который до того, как Трамп пришел там наводить порядок и мир устанавливать, был совершенно открыт. И непонятно, чем еще закончится эта вся история в Иране. И, в принципе, он будет держать за горло Иран и всех тех, кто там есть, несмотря ни на что, вопреки всему, будет бросать жизни своих пехотинцев, будет захватывать Харк, потом будет его отдавать, будет вот эту всю торговую, как говорится, вести историю, вернее, торги, пока он не добьется своего. И Не, ну подождите, параллельно... вы же сами себе противоречите. Как? В чем? В том, что вы утверждаете, что вот мы такие славяне, от слова, еще один визионер говорил, Павел Дуров, слейв-рабы, да? А там же не славяне. Ну, то есть класть в гробы Власть? своих класть в гробы. Ну, Трамп там немножко по-другому все. Поэтому тут как бы такого ужаса Нет, ну и не подождите, будет. Саша, это еще лиха беда начала. Он еще действует теми методами, которые ему доступны. То есть он еще на высоком уровне занимается подкупом и так компрадорских властей по всему миру, договорами с ними и, как говорится, по добру, по здорову. Но если, например, ну, скажем так, исторические моменты, да, там Югославия, балканизация, да, там Ливия, Сирия, если там не было, по крайней мере, ядерного фактора, то с Россией у них так не получается, потому что у России, как ни крути, как бы они это ни обесценивали, существует наследие Советского Союза в виде ядерного щита. И поэтому они другой метод здесь применяют. Они применяют вот этот метод осады. И Украина – это вот этот троянский конь, которого они, в принципе, задвинули внутрь этого славянского пространства. И вопрос в том, переработает этого троянского коня славянское пространство, пережует, понимаете, вычленит, как говорится, переплавит, трансформирует, или этот троянский конь разорвет ее изнутри. Потому что на самом деле, вы понимаете, Саша, тут очень важный фактор. Это капиталистическая Россия, не социалистическая, не та, которая призывает к братству и к равенству, и к тому, что, друзья, станем плечом к плечу и будем защищать нашу землю. Нет. Людям рассказали, что земля не ваша, активы не ваши, мы тут, вы воюете, а мы торгуем. Понимаете, это вообще совершенно другие концепции. Но при этом людям они рассказывают одну историю про наших дедов и отцов, про победу и про все остальное, а сами едут с Виткофом и Кушнером, понимаете, встречаться, жрать какие-то там пирожки, понимаете, договариваться и рассказывать про дух Анкориджа. Точнее, верить в дух Анкориджа, который на самом деле был, ну, скажем так, мягко, это чистой воды подстава. Ну, то есть Рубио абсолютно четко говорит русским, что, ну, мы, скажем так, и не планировали, мы просто время выигрывали. Я почему говорю про Трампа? Вы говорите, вы себе противоречите. Трамп идет совершенно смело по головам. То есть он не стесняется вообще никакими методами. Надо убить Хаминеи, он убивает. Надо убить еще десяток там руководителей, он убивает. Надо выкрасть Мадуро, он выкрадывает. Надо обмануть Путина.
встретиться с ним на Аляске и сказать: «Я воль, Вальдемар, верю тебе как самому себе, ты хороший парень, они все хорошие люди, Путин даже чуть-чуть лучше, я дружу с ним, Путин мой друг», понимаете? Надо это сделать, он это делает. А потом, когда они получают вот это время для того, чтобы перегруппироваться, для того, чтобы подключить палантир, для того, чтобы создать достаточное количество дронов, подготовить специалистов, для того, чтобы начать кошмарить и взрывать Вайлдберрис, снимать это все и показывать это все в средствах массовой информации в Европе, рассказывая: посмотрите, как мы побеждаем. В этот момент он вдруг забывает, что Владимир Путин его лучший друг, и он ему что-то обещал в Анкоридже. Он говорит: ну извини, Владимир, у тебя не получилось, зато у нас получится. Ты что, Саша, не понимаешь, с кем мы имеем дело? Это звериный оскал капитализма, который ради прибыли в 300% мать родную продадут, а ради возможности наконец-то завоевать Хартленд, отобрать у этих глупых русских, глупые русские они считают, этих рабов, понимаете, все то, что там плохо лежит, и убрать их как прокладку, которая рассказывает: о, это наше богатство, мы тут, значит, будем вам продавать вот так и вот так, на этом всем зарабатывать. Уйдите, русские, мы сами будем на этом зарабатывать. Мы знаем, как это делать. Мы вон уже в Венесуэле показали, вон в Ормузском проливе, ну ничего, сейчас пока что чуть-чуть уперлись в стенку, но мы типа не остановимся. Они не остановятся, Саша, в том-то все и дело. И ужас заключается в том, что вот эти все заявления Лаврова, Пескова, Песков, который говорит, что вот сейчас американцы там в Иране заняты, а потом они освободятся и начнут решать у нас вопросы. Вот они и решают у нас вопросы. Они решают их вот таким вот образом. И, в принципе, они ни на чем не остановятся. Зеленский, которого они сейчас, как говорится, на недельку, на просушку вызвали, заодно тут побомбят нормально украинцев, русских, куча будет смертей, гробов, люди будут друг друга ненавидеть, а Зеленский будет в безопасности со своей Ленкой, пить коктейли пряные, получит четкие инструкции, вернется и вместе с Дропатым, который ненавидит русских, Донбасс, считает их вообще халявщиками, и вообще их нужно давить, как он их давил в 2014 году танками, они начнут эскалацию с дронами, с палантирами, со всеми остальными, понимаете, и будут кричать: посмотрите, весь мир с нами, весь мир за нами, скоро все пойдут, польские войска. Ты что, думаешь, они поляков не готовят? Не готовят поляков. Вот эта вся колотнеча, каша-малаша, скандалы с Зеленским, это все разминается, почва ненависти у поляков. А тут сверху им дают: нате вам, пожалуйста, контракты, баблишка вам вообще вот польется. Вы только воюйте, поляки, воюйте. Они найдут, кого еще включить в эту всю историю. Поэтому Соловьев не зря говорит, что, друзья, лучше, может, по добру, по здорову отселяться, потому что похоже, что мы этот вопрос не решаем. Потому что он не решаем, потому что мы его, блядь, не решали, понимаешь? Потому что мы сидели и нюхали дух Анкориджа. А теперь оказывается, что он весь вынюхан, понимаете, это дух Анкориджа. И даже Мединского уже внесли в эти списки на санкции. И будет он рассказывать про 27 лет войны Петра Первого, понимаешь, на своих каналах у Соловьева. И народ будет слухать про 27 лет войны Петра Первого. Так вот ты, Саша, говоришь, чих в истории. 5 лет уже, как говорится, ген-ген нашей жизни загуло. А они на 27 лет вообще заводят эти часики. В этом-то интересный аспект. Вы такая, как это, последовательная, жаркая, пламенная, я бы сказал, критик картонок, да? Но с другой-то стороны, давайте посмотрим на это вот немножко с другой стороны. Да, вот такое поколение, да, вот они там... Подождите, они выходят за Федорова. Почему?
Потому что Федоров, им так слепили этот образ, понятное дело, что его пропихнули, протолкнули, но это вот такая образ надежды, что будет вкалывают роботы, а не человек, что полетят дроны, будут всех бомбить, в общем, побеждать, это победа, это успех, поставят какой-то купол над нами и, соответственно, наконец-то дадут по рукам вот этим ТЦКшникам, которые как бы вот этих большинство картонок не трогают, но они что тоже растут, эти картонки. Ну, то есть сколько там осталось? Годик, 2, 3, 4, и придут за ними. И вот Федоров как бы такая надежда. И Зеленский тут, и все, как бы справедливая мобилизация. То есть это ведь тоже, он просто зашитый немножко. Вот даже вот этот там флешмоб, все за русорез. За русорез. Вот это там Серненко там выходит. Нет, нам нужен Федоров. То есть тут очень интересно закручивается история. С одной стороны, конечно, многие считают, ну, я в их числе, если честно, что это все, конечно, все подстава, постанова, это все как бы изначально такие кукловоды кукловодят. С одной стороны. Но с другой стороны, ну давайте тоже. Это тоже завуалированный протест против войны, вот такой, какая есть. Они же этого Дропатова, который там считает, что россиян надо всех уничтожить, они вообще не сосед, ну и так далее. То есть, ну, как вот такими потужными речами прославился сразу же. Они же его почему? Потому что современная война, потому что современная вроде как не про них, не коснется. Они же тоже получаются против войны. Они не за войну выходят. Иначе за войну, это эти бы протесты по численности, они бы там были как против поднятия тарифов на проезд в Киеве. Ну, не такие были бы. И, внимание, этих протестов Зеленский испугался. Испугался, он их как бы петляет, но тем не менее он понимает, что вот этот маховик против него, раскручивающийся, ну, может сыграть с ним злую шутку или нет? Нет, он ничего не испугался, Саша. Он был осведомлен, в курсе и дал на это свою санкцию, знаете. Короче говоря, благословил Федорова на этот Майдан. Я вообще считаю, что весь этот картонный Майдан – это абсолютная разыгранная песса, понимаете, такая песса. Это такой небольшой этюд квартала 95, этого квартала, кровавого квартала. То есть, вообще-то, когда сейчас вот многие эксперты начинают там типа строить планы, там как-то описывать сложнейшую конфигурацию, кто на кого надавил, кто кого испугался, я просто поражаюсь этим людям. Ну, то есть, либо они осознанно как бы вводят в заблуждение других, либо если они сами находятся в этом заблуждении, то в таком случае зачем они занимаются анализом и людям мозги компостируют, понимаете? Потому что они выдают желаемое за действительное. Для того, чтобы понять, кто такой Зеленский, нужно просто проследить его, по крайней мере, хотя бы активную фазу на протяжении последних 7 лет. Зеленский для того, чтобы сохраниться, он кого хочешь бросит в топку войны. Но не своими руками, конечно, он еще пока душит, понимаете. Уж мы их душили этих котов, понимаете. Но у него всегда есть вот эти людишки для грязной работы. И он с улыбкой будет наблюдать, как будут тонуть все те, кто, как говорится, создан для того, чтобы быть сброшенными в качестве балласта. А этот воздушный шарик все выше и выше поднимался по лестнице эскалации и в мировых рейтингах, как самый главный вот этот вот полководец всех времен и народов. Поэтому Федоров – это вернейший соратник Зеленского. Федоров – это его подельник, который осуществлял вот эту вот электронную поддержку в соцсетях, когда Зеленский восходил к вот этому креслу, когда он рвался туда. Федоров и тогда был на его стороне и за его спиной. Он и сейчас на его стороне и за его спиной. И они просто разыгрывают, понимаете? Это миниатюра театра Карабаса-Барабаса. Когда Арлекин приходит и палкой бьет плохого Сырского, потом хохочет грустно и говорит: а теперь Дропатый, я сказал Дропатый. Ничего подобного, никакого страха, никакой опасности. Поэтому эти идиотики и вышли на Майданы и стояли там
и будут еще стоять, если нужно, потому что им прогарантировали, что не будет никаких ТЦК, не будет никакого разгона, не будет никакого насилия. Выходите, стойте, кричите. Самое главное для картинки постоять, вот эти вот маты пописать, попривлекать к себе максимальное внимание, а мы дальше все сделаем сами. Это розыгрыш, кровавый розыгрыш. Но, вы понимаете, Саша, дебилы – это самая мощная организация в мире. У них везде свои представители. И то, что вот эти вот люди, ну, не знаю, можно ли их до конца назвать людьми, понимаете, вот эти вот несозревшие особи не понимают, какую роль они играют и как ими играют. Это неудивительно, потому что они потомки тех дебилов, которые стояли на Майдане в 2014 году. Только вот те бабушки беззубые, которые, значит, носили борщи и сало нашим хлопчикам, оцим протестантам, і їх підтримували, пили з ними чайок и кахвійок, и там по палаткам шастали, то половина из них уже лежат в гробах. Вот этих вот протестуючих за краще життя, за оці труси кружевні і каву, філіжаночку кави біля Венської опери. А половина уже випили філіжаночку кави біля Венської опери і хотіли повернутися додому. Та дому вже в них нема, бо розбомбили городи, понимаете? Ну, то есть, а какими могут быть вот это вот поколение, если предыдущее поколение, их вообще бабушки, матушки, тетушки, дядюшки, те дебилы, которые так и не поняли, что они сами проскакали свою собственную страну, бросили ее, ввергли в топку войны, аплодировали и надеялись на то, что Зеленский мир принесет, но с позиции силы. Потому что нужно пойти и, значит, показать этому Кремлю, значит, что мы тут народ. И, конечно же, Кремль выйдет, поклонится Зеленскому, вынесет ему свои ключи, как говорится, от всех дверей. И Зеленский, как Буратино, с золотым ключиком придет, значит, и скажет украинскому народу: перемога буде, люди, понимаете? Ну, то есть, если люди настолько умственно отсталые, Саша, если они не видят очевидных вещей, а потом они удивляются: ой, світла нема, води нема, газу нема, помираємо в холодних хатах, на 9-й поверх піднімаємося з діточками по півгодини. Ну а что сказать? Что еще сказать? Вот меня постоянно обвиняют в том, что якобы я говорю одно и то же, и слишком эмоционально, и меня много, и типа, что я предлагаю? А что я предлагаю, дорогие друзья? Думать, прежде чем что-то делать вообще. Не стойте, не прыгайте, не пойте, не пляшите там, где идет строительство или подвешен груз. Понимаете, тут идут вот эти вот процессы разборок мировых. Украина в виде Зеленского, а до него и Порошенко, предложила всему миру свое пространство как поле боя. А когда ты живешь на поле боя, не надо уже ничему удивляться. Не будет никакого мира, не будет никакого, как говорится, процветания, краины мрий. Будет только мародерство и разграбление. Поэтому все умные люди, кто поверил, понимаешь, мне как минимум, или у кого есть в голове еще две извилины, они их, как говорится, сложили в кучку, собрали своих детей и выехали за пределы этого эпицентра безумия. И пока что, к сожалению, Саша, никаких признаков того, что кто-то собирается тут что-то останавливать, нет. Потому что аппетит приходит во время еды. Они мародерят. Все, что осталось от Советского Союза, вот это вот советское наследие, они прибирают к рукам, просто гребут, понимаете, потому что сносится здесь все то, что здесь было построено. Вы же видите, ну, у нас же экономический эксперт. Есть такой эксперт, Новак экономический, он, конечно, завирусился. Он сидит, знаете, с кем? С Миколою Вереснем. И они сидят и обсуждают, знаете что? И говорят: слушайте, так это хорошо, что Россия бомбит.
Да, Сейчас непонятная история, ну там 10 ракет запустили по Киеву сегодня только, да, в Славянске Кабы, 6 человек погибло, раненые, там Запорожье, Павлоград, ну короче, то есть мы это видим, там двое погибших, там раненые, там погибшие, там погибшие. Что говорит этот эксперт Новак? Говорит, так это же хорошо, что они это все уничтожают. Мы бы сами никогда бы не взялись бы, не снесли бы все это под ноль и новое бы не построили. А так, смотрите, хороший повод. Ну, там просто амортизации столько, осовременивать вот это все старое советское. А так они все разбомбили, мы снесем, построим новое. Ну хорошо же, жизнь хороша, нормально, современные предприятия будут, они вот этот металлолом, которому там 40-50 и больше лет. Понимаете, в чем дело? И такие подходы. И они как бы людей с картонками, ну, люди с картонками их приветствуют. ну да. Только людям с картонком в этом новом счастливом будущем места нет. Они не будут являться бенефициарами этого нового, небывалого и прекрасного. Более того, товарищ Новак, который совсем нам не товарищ, вместе с господином Вереснем, с Наталкою Влащенко и прочими Карагодскими, как вы знаете, это представители международного еврейха на отдельно взятой украинской концлагерной территории. Возглавляет их там Гордон со своей прибацман. Ну, там есть целая группа товарищей, которые осведомлены и в курсе планов международного еврейха. Да, у них есть такой план снести здесь украинскую Советскую Социалистическую Республику и все их наследие, разграбить то, что к рукам, как говорится, прилипнет, вывести за пределы этого концлагеря куда-нибудь в Тель-Авив или куда-нибудь подальше на Вашингтонщину, Канадищину и Аргентинщину. Желательно и самим там остаться, основаться, а здесь оставить выжженное поле с рассказами дебилам, что мы сейчас вот это все снесем, старое, ненужное, значит, уже отжившее, декоммунизируем здесь все вообще, полностью разбомбим, а потом построим вам новые красивые города. Потому что вот стоят в очереди BlackRock, Vanguard там или еще кто-то, которые уже денежки держат вот так вот в своих потных ручонках и хотят вложить здесь и построить новую цивилизацию. Это только дебилы, вот те, которые с картонными шлемами на голове, потомки тех, которые с кастрюлями выходили в 2014 году, верят в эту концепцию, верят в Вересню. Вересню вообще. Кто может верить в Вересню? Это все равно, что верить Портникову. Или вот сейчас там откуда ни возьмись, взрос как гриб ядерный, некий Шейтельман, который вдруг рассказывает от имени Украины, про Украину и ее счастливое будущее. Вы понимаете, ничего этого не будет. Да, они разграбят, разбомбят, отмародерят, вывезут и оставят здесь выжженную Вы пустыню. знаете, я так делился, ну вот там Шейтельманы, там Вересни и все остальные. Я делился с подписчиками в телеграм-канале. Вот я уже видел все, кажется. Ну, мы все видели все в этой пропаганде, да, как оно за эти 4,5 года. Но сейчас прям какая-то такая прям пулеметная очередь. Бойцы из РДК, то Янине Соколовой, то каким-то другим интервьюеркам, начинают нам говорить о том, что ну, они больше сделали для этой страны даже, чем некоторые украинцы. И вообще говорят, ну, чего вы, украинцы? Это от бойца РДК мы слышим. Говорят, чего вы хотите? Ну, идите в армию записывайтесь. Так вы напьетесь где-нибудь, сядете в машину, врежетесь в столб. В принципе, такие же шансы погибнуть у вас и на фронте. Чего вы идете на фронт? То есть нам раскручивают, и это прям
это прям видно рука. Ну, то есть это прям видно, что это кто-то нам дает, так сказать, разжевывает и в ротик кладет. Что нам почему-то вот эти русские, которые воюют за ВСУ, РДК, да, вот эти, нас, как бы, украинцев, ну, там, я так понимаю, мужчин, ну и женщин, те, которые там внутри Украины, нам говорят, а что это вы не воюете? Мы вот воюем, мы даже больше вашего сделали. А чего вы боитесь? Не боитесь? Идите. То есть одно дело, когда там нам говорили с 18 до 24, пожалуйста, купи сколько там сотен этих на 1 000 000 гривен на контракт Филадельфии, бургеров, помните вот это все? Девки будут любить. Но это еще, знаете, это понятно, что по-детски, по-зумерски, ну бог с ним. Но нам приходят россияне, которые там, давайте поскоблим, там же по биографиям, ну, на многих, особенно тех, кто на верхушке, может, там и есть какие-то обычные россияне, которые воюют, и они там вот это верят в это, ну, такие порядочные люди, я не знаю состава РДК, но верхушку, если поскоблить, ну, там же они же нацики, ну, причем такие же, только тамтешние, понимаете, вот оттуда. Калиброванные это называется. Причем калиброванные. Очень калиброванные. И они и вот там нам ртами РДК говорят, а что-то вы воевать не хотите, идите воюйте. Это меня поразило, конечно, ну просто уникально, уникальный просто случай, понимаете. А в это время в Витебске славянский базар прошел. Представляете, и там тоже украинцы, россияне, там вот это разные народы, все поют, веселятся. И так как-то смотришь на этот театр абсурда, понимаете, и понимаешь, что ну, мир сошел с ума. Мир сошел с ума. Украинку с российским паспортом, грузин с российским, как поговаривают, паспортом съездил по роже, нос сломал, а виноват Путин и митинги в Грузии. То есть это просто какой-то вот, эпоха хаоса. Что это? Вот это. Ну, вы знаете, Саша, это я вам поражаюсь. Это вы, конечно, уникальный человек, который все верит в лучшее и в добро, и все время ждет, что оно наконец-то обрушится нам на голову. На самом деле никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь и ни герой, как говорится. Ну, калиброванные из РДК и Азов – это суть одно и то же, только с разных сторон. То есть это две куклы, которые надеты на две руки, но голова у них одна. Как известно, в русских народных сказках это было чудо-юдо трехголовое. И сколько ты голов у него не руби, все равно нужно рубить хвост. А хвост его обычно находится где-то в подвалах Букингемского дворца, как известно. Ну, то есть, когда я вам говорю, что международный еврейх, он действует в едином ключе, просто с разных сторон, разными ртами, разными головами, делает все для того, чтобы русские и украинцы ненавидели друг друга и убивали друг друга, называя одних москалями, других хохлами, и шли на вот эту вот бойню, не понимая, что в телевизоре сидит с одной стороны Гордон Прибасман, Вересень и прочие карагодские от международного еврейха, с другой стороны сидят всякие Дуди, Собчаки и там какие-то, кто там у них, ну, короче, Соловьевы и все остальные с другой стороны еврейха. И, соответственно, раздувают эту ненависть в интересах Кушнера, Виткофа и прочих Блюменталей и вот этих вот Грэмов с третьей стороны, а запускает это все Джокер по имени Владимир Зеленский, который является тоже абсолютным ставленником третьего или четвертого уже еврейха. То есть, Саша... Жанна, так вы националистка? Что? Да нет, так вы националистка? Нет, я интернационалистка. Пам'ятай, чужинець, тут господар українець. Да, понимаете, я интернационалистка, потому что я рождена в Советском Союзе. Это у нас в базовых настройках. Но именно потому, что мы интернационалисты, мы не делим людей по, скажем так, национальному признаку, но мы их идентифицируем хорошо, понимаете?
так как ты жил среди девочек и мальчиков, казахов, узбеков, грузинов, армян, и, в принципе, людям не приходилось прятаться за какими-то, скажем так, лицами и масками, изображать из себя того, кем ты не являешься. Потому что языком межнационального общения у них был русский, но при этом каждый не скрывал свою национальную принадлежность, гордился этим. Поэтому мы, в принципе, видим людей. А я, как человек, который больше 30 лет проработал в украинском шоу-бизнесе, я не просто их вижу, я их знаю как облупленных, потому что я среди них жила, росла, становление мое профессиональное происходило. И я их не то что нюхом чую, я их вижу вообще потому, как они рот свой складывают и какие смыслы формы они исторгают из своего рта. Поэтому мне рассказывать про калиброванных нациков из РБК и калиброванных нациков из Азова не надо, потому что я знаю, кто подталкивает их в спину и кто их выводит, понимаете, на экраны телевизоров, и потом вот этот создает контент и обрушивает на голову людям, которые вообще не понимают, что происходит. Поэтому я без остановки пытаюсь им объяснить, что происходит. И уже разными словами одно и то же им говорю, а они все никак не могут мне поверить, потому что они не верят, что это происходит с ними. Что это, знаете, лиса Алиса и кот Базилио ведут, значит, Буратино с его 5 золотыми, которые он в кулачке зажал, а папа ему дал, понимаешь, для того, чтобы он купил азбуку. А этот идиот пошел в цирк, потому что там на ходулях были вот эти вот ходуны и большие пузыри разноцветные. А еще на пианино оригинальным способом играли. Да, конечно. Снежана Егорова была моей собеседницей сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Спасибо, Саша, за то, что вы есть. Берегите себя. Время, как говорится, наступает смутное, время наступает опасное. Люди, будьте осторожны. Сами не ходите и детей своих туда не ведите. Постарайтесь быть максимально далеко от эпицентра этого безумия. Друзья, всем большое спасибо, что посмотрели этот выпуск. Напишите, с чем согласны, с чем нет в комментариях. Берегите себя и друг друга. Добра и света. Увидимся.